Что есть хорошего в Subaru? Ха-ха, ничего. Шутка. Шутка, подгорела сейчас у владельцев Subaru. Нас подписалось сейчас 100 тысяч человек, ты понимаешь? Да, но подписалось 200 тысяч выводов, которым это было приятно. Поэтому тут, понимаешь, тут неоднозначно все. Всем привет! Мы прилетели в Ростов-на-Дону снять 2 серии DT Live. И в этот раз не будет никаких подъемников, никаких итальянских монстров, никаких немецких AMG, RS и EMAG. Не будет их. Здесь будут культовые японские автомобили. Вы просили очень много-много раз снять мой Evolution, но, к сожалению, я не успел. К сожалению, я его продал и по сей день скучаю. Но здесь, в Ростове, у меня появилась уникальная возможность протестировать 500-сильный Evolution и вот этот красный красавец STI. Вы увидите 2 серии, и мы начнем с Subaru. Подключайтесь, садитесь поудобнее. Поехали! Почему я так рад? Вот так ряд. Есть ряд причин, почему я так рад. Потому что мы прилетели в Ростов. В Ростове меня встретили мои хорошие товарищи, наши добрые друзья, у которых есть вкус в автомобилях, которые не стали ограничиваться этими надоевшими всем М-ками, РС-ками, АМГшками, Поршаками и ГТРами. Мы сюда приехали снимать культовые японские автомобили. Какие? Только попробуй мне сказать ГТР. Только попробуй мне сказать ГТР. Мне и так каждый день говорят, почему вы не пускаете ГТР на Анлим. И мне сказали, почему бы и не снять Subaru и Evolution. А я сказал, почему бы, мать его, и нет. Значит, что можно сказать про эту Subaru? Значит, с завода она была с двигателем 2,5 литра. Это 4-ка оппозитная. Этот двигатель отходил свои честные 40 тысяч километров. И как классическая история с любой Subaru, которая, в общем-то, претендует на спортивность, и владелец, который эксплуатирует ее как-то иначе, кроме как поездки в автосервис, бахнул. Владелец сказал фу на эти новые двигатели 2,5 литра и поставил старый двигатель Impreza STI объемом 2 литра ровно. EJ20, EJ20, по-разному этот двигатель называют супероводы. Считается, что этот двигатель более крепкий, хотя я слышал различные мнения и хочу попросить вас, владельцев Subaru Impreza STI различных поколений, если вы смотрите это видео, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение, ваш опыт. Мне искренне интересно, какой двигатель показывает себя лучше. Я, к сожалению, слышал диаметрально противоположные мнения. По итогу будем считать, что 2-литровый двигатель крепче. Здесь стоит 53-я турбина, удалены катализаторы и пока что все. То есть в машине сейчас 290-300 лошадиных сил. Но этого ведь достаточно, чтобы было весело. Не нужно 700 сил, не нужно 1000 сил. А знаешь, в чем секрет? Рассказывай. В чем магия? В чем загадка? Не в японцах, не в технологиях, не в инопланетянах, а уже в механической коробке передач, в том, что я участвую в процессе. Например, вот я еду сейчас на 5-й передаче, хочу обогнать машину. Что я делаю на автомате? Я просто нажимаю газ-пол. Что я делаю здесь? Перегазовка вниз и поехали! Понимаешь? Я участвую в этом долбанном процессе. Я принимаю в нем участие. Это очень важно. Вот я сейчас встану и поеду с ланча с места. И ты просто поймешь, что даже 300 сил на хорошей механике – это совершенно другая история, совершенно иная история. Ну, сейчас ты мне покажешь, и у меня к тебе будет сразу же вопрос. Да. Почему у меня такая рабочая правая рука? Заметь, я это спросил. У меня есть ответ на это, у меня был EVO9, братан. Сейчас мы проверим, как едет ланч и умею ли я все еще переключаться. Значит, что хорошего в этой Subaru? Здесь настроен Flat Shift. Это значит, что можно переключать передачи без сброса газа. Кроме этого, здесь настроен ланч. Все, больше ничего здесь не настроено, но нам больше ничего и не нужно. Так, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, нажимаем газ-пол и поехали! Вторая.
Эмоция, вот она, ты участвуешь, мать его, в процессе. Иногда, чтобы почувствовать себя мужиком, вот прям мужиком, достаточно взять гвоздь, молоток и забить этот гвоздь, понимаешь, и почувствовать себя мужчиной, который может инструментом что-то сделать. Не вызвать людей, которые приедут с дрелью, профессионально это все красиво сделают, заплатить за это деньги, но при этом самому в этом процессе никак не поучаствовать, а взять гребаный молоток, гвоздь и, отбив себе к черту пальцы, забить этот гвоздь и сделать это самому. Простое, элементарное дело, но при этом ты чувствуешь себя чуть более брутальный. Также и механическая коробка передач. Любой робот, любой автомат сегодня, он переключается быстрее, чем способен я. Даже с флетшифтом, даже если посадить на мое место, я не знаю, Хамильтона, неважно. Любой человек будет переключаться чуть медленнее, чем робот и чем даже современный автомат. Но поскольку происходит процесс сброса газа, ну иногда некоторые переключаются без сброса газа, выжима сцепления, втыкание передачи в следующую, это все вызывает некоторые рывки, понимаешь, на разгоне. Ты же чувствуешь эти рывки во время переключения? Вот эти самые рывки, вот этот кайф, на самом деле, вот эта живая передача физики процесса, она тебя, знаешь, она тебя опускает на землю, и ты даже на 100 км в час чувствуешь, что, блин, это быстро. А возьми Мерседес, тот же Е63. Ты нажмешь на газ, ускоришься до 240, ты даже не поймешь этого. Потому что там мощный, жесткий, но очень плавный разгон, понимаешь? Но какой тогда, черт подери, в этом интерес? Хочется же самому что-нибудь поделать, поддергать эту кочергу. Так какого ж черта автолюбители так чаще и чаще переходят на автоматическую коробку передач? А потому что это машина, на которой приятно кататься час, приятно кататься 2, приятно кататься день, но на этом все. Вот на этом просто все. Потом, когда ты упрешься в пробку, когда тебе надо будет позвонить по телефону и параллельно левой рукой переключать передачи, ты будешь это все проклинать. В конце концов, механическая коробка передач требует гораздо большего от водителя. Даже если ты едешь медленно, ты можешь тупо каждый раз глохнуть на каждом светофоре, понимаешь? Надо уметь переключаться быстро, надо уметь делать перегазовки, надо понимать, с какой передачи на какую перескочить, чтобы получить максимально эффективный разгон. Ладно, вернемся к машине, хватит лирики. Что касается оппозитного двигателя, существует очень много легенд, очень много противоречивой информации, но есть ряд фактов. Факт номер 1. Оппозитный двигатель ниже, чем двигатель V-образный или R-образный, я имею в виду рядный. Почему? Ну, потому что в цилиндре поршни ходят не вертикально вверх и даже не под углом, а они ходят параллельно земле, они ходят горизонтально. Именно поэтому двигатель оппозитный, он широкий, но он очень низкий. И в любой машине, на которой установлен оппозитный двигатель, автоматически снижается центр тяжести. А снижается центр тяжести, значит, улучшается устойчивость и управляемость. Это, кстати, не последняя причина, по которой Porsche в 911 моделях использует до сих пор уже сколько лет оппозитные двигатели. Какие есть недостатки? Считается, что двигатели не всегда надежные. Почему? Потому что из-за того, что поршень ходит горизонтально, то из-за силы притяжения, это ходит такая теория, я не ручаюсь, что она правдива, это надо испытывать. Из-за силы притяжения поршень прижимается к нижней части цилиндра сильнее, чем к верхней, и чуть сильнее ее растирает. Но, на мой взгляд, эту проблему можно решить просто хорошим давлением, стабильным, хорошим давлением масла, которое эту проблему уберет. Во всяком случае, поршовские 911 двигатели довольно надежные. Когда этот мотор прошьют, конкретно этот мотор, 20-й мотор в новой Subaru, он будет выдавать примерно 350 надежных лошадиных сил, которых можно будет передвигаться каждый день и не париться по поводу того, что мотор взорвется. Есть, в общем-то, старая теория, чем хороши субы и чем хороши эволюшены. У эволюшенов крепкий надежный двигатель, и это действительно так, это чугунный 4G63, который очень крепкий. У Subaru двигатели не такие крепкие, в зависимости от объема и 2 литра, и 2,5, они проигрывают по надежности, по крепости двигателю 2 литра турбо от Evolution. Это факт, к сожалению.
Но трансмиссии на Subaru гораздо крепче и интереснее. И что мне нравится в этой трансмиссии, так это то, что она очень и очень короткоходная. Не приходится делать вот такого рода длинные движения. Все делается довольно лаконично, передачи попадаются четко. Я вот сел в эту машину, уже 2 часа наваливаю, и у меня не было ни одного мисшифта, при том, что на ручке я не ездил очень-очень давно. Это ли не показатель того, что механика здесь очень хорошая. Также у Subaru интересный полный привод. В отличие от эволюшеновского полного привода, здесь идет упор крутящего момента все-таки на заднюю ось. И ты сейчас это почувствовал. It's a Rostov City, baby. Ты видел, как она жопу закинула? Я даже сам ее не ожидал, потому что Evolution в такой же ситуации, когда ты на не очень хорошем покрытии бросишь сцепление с вывернутым рулем, он, конечно же, закинет заднюю часть автомобиля, но не так лихо. Здесь Subaru это делает более лихо. Этот же автомобиль, это по сути прообраз раллийных монстров, которые выступают в VRC, на которых рассекают с сумасшедшей скоростью помеж деревьев, на грунте, на снегу, неважно, на любом покрытии. Разумеется, выхлопная система Subaru, которая на лопатки кладет выхлопную систему от Evolution. Даже здесь, когда просто удалены катализаторы и стоит всего лишь задняя часть, то есть банка, звук прекрасный, звук приятный. У Subaru свой какой-то неповторимый звук оппозитного двигателя, который, в общем-то, полюбился очень многим. И очень многие Subaru любят именно из-за этого звука. Ну и, разумеется, несколько слов о салоне. Разумеется, здесь все очень просто. С немцами сравнивать смысла нет. Скорее, вот этого японца можно сравнить с американцами. Здесь все так же просто. Материалы относительно дешевые. Но что мне здесь нравится, так это вот эти приборы по центру. Старые, добрые, аналоговые приборы, которые показывают нам очень и очень важные показатели. Какие показатели? Первый показывает нам буст. Это же давление наддува. А справа у нас датчик EGT. Очень и очень важный датчик. Что такое EGT? EGT это аббревиатура, которая обозначает 3 слова. Exhaust Gas Temperature, что означает температура выхлопных газов. Дело в том, что в какой-то момент в камере сгорания температура может повыситься до значений более 900 градусов. Это очень опасно. Как только мы получаем в камере сгорания температуру более 900 градусов, у нас начинаются плавиться поршни. А это очень плохо. Почему температура может повышаться? Из-за чего? Чаще всего из-за того, что либо неправильно настроена смесь, либо плохой бензин и идет детонация. Как только идет детонация, повышается температура в камере сгорания, что приводит к тому, что растет EGT. Ну и третий датчик, который тоже немаловажен, это датчик давления масла. Это тоже очень важный датчик, поскольку если вы увидите, что стрелка этого датчика упала вниз, срочно глушите двигатель. Это означает, что где-то брызжет масло, может быть, уже даже бахнул двигатель, не дай бог. Ну, тем более на Subaru. Ни в коем случае не упускайте из виду датчик давления масла. Это очень важно. Давление масла – это прямой показатель того, как хорошо или как плохо смазывается двигатель. Если двигатель смазывается плохо, то пора заказывать новый. Вообще на масле экономить не стоит. Если у вас есть претензии на то, чтобы ваша машина служила вам долго и вы на ней передвигаетесь активно, то даже не думайте экономить на бензине и на масле. Потому что если вы будете экономить, вы в итоге заплатите больше. Скупой платит дважды, а лох платит всегда. Поэтому вы будете платить всегда в таком случае. От Стихии вы получаете удовольствие, но не стоит забывать, что это, разумеется, не идеальная машина. Это классический японский конструктор, который требует доработать практически все. Безусловно, позволяя подвести автомобиль к тому уровню, который устраивает вас и по деньгам, и по перформансу, но при всем при этом переделывать приходится все. Стандартная подвеска ужасная. Я был очень сильно разочарован. Я ждал от того, что машина будет стоять на дороге как влитая, но, увы, стандартные стойки, стандартные пружины этого не дают. Менять. Стандартная тормозная система не справляется с мощностью даже заводской версии. 300 сил уже тормоза перегревается, начинает бить руль. Тормоза менять. Выхлоп менять, чтобы мотор мог дышать. Интеркулер менять, чтобы мотор дышал холодным воздухом.
Турбину можно оставить, получить 350-360 сил, которые будут великолепно управляться, которые будут отлично звучать, хороший полный привод и масса удовольствия от механической коробки передач. Вот вам рецепт правильного Subaru. И тогда вы поймете, почему так много любителей трех заветных букв STI. Готов? Да. Обгорело сцепление. Да, сейчас немножко подпалил сцепление, чтобы она без рывка переключилась. Чувствуешь эти эмоции? Да. Ну живее машина, живее. Что под капотом этого автомобиля? Под капотом ничего. Это стоковый автомобиль, и, пожалуй, единственное интересное, что связано с этим капотом, это вот этот фирменный Горбик воздухозаборник. Знаешь, с чем он у меня ассоциируется? Вот у каждого есть, наверное, друг, который серьезно занимается спортом. И когда смотришь на этого друга со спины и видишь его мощные накачанные трапеции, они внушают тебе доверие и спокойствие. Вот так же, когда ты сидишь за рулем, ты видишь этот горбик, и ты понимаешь, что STI – это твой накачанный друг, который внушает тебе доверие и спокойствие. Ну или нет, потому что двигатели все равно периодически взрываются. Друзья, в прошлый раз мы просили вас придумать расшифровки аббревиатуры SRT. Было куча интересных и смешных вариантов. Сейчас я прошу вас придумать расшифровку STI, ну пускай это будет как STI, описывающий владельца Subaru, типичного владельца Subaru. Я придумал такой вариант: смелый, терпеливый, инакомыслящий. Давайте узнаем, сколько стоит подобная Subaru на Авто.ру. Марка Subaru WRX STI. 33 Subaru продается подобного поколения на Авто.ру. И минимальная стоимость всего лишь 550 тысяч рублей. Есть много других вариантов, но что бы вы ни делали, если вы хотите получить быстрый Subaru, приготовьте еще 1 000 000 рублей. И тогда вы получите кайф. И еще мотор. И еще коробку. И еще мотор. И еще коробку. И еще 1 000 000. И продайте. По итогу, это был на самом деле мой первый опыт знакомства с STI. В теории я знал очень многое про этот автомобиль. Многие теории, в общем-то, подтвердились. Это действительно классный выхлоп, это действительно горб на капоте, это действительно великолепная, четкая шестиступка. С трансмиссией здесь проблем нет никаких. И действительно есть проблемы с тем, что с завода это никуда не едет. Если вы хотите получить STI, который действительно будет дарить вам кайф, то возьмите 1 000 000 рублей, сделайте чип-выхлоп, поставьте подвеску, поставьте тормоза, и только тогда вы раскроете суть STI, только тогда вы сможете стать настоящим субароводом и понимать все шутки, юмор и болезни, которые прощают этому автомобилю его поклонники. Вы смотрели Detail Life из Ростова, с вами был Гурам, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, и вы будете видеть много новых видео. До новых встреч!